Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Стрелец. Таро прогноз, знаки судьбы. События до конца января 2026 года. Как меняется ваша реальность, с кем или с чем это будет связано. Давайте узнаем, что скоро случится или произойдет. А я бы сказала, прямо сейчас, в ноябре месяце, а в январе это будет завершение этапа ретро-урана, мои дорогие. И это не есть что-то новое. Ретро – это всегда дежавю. Это то, что хорошо забытое старое. И открутите киноленту собственной судьбы немножко назад, почти на год. Вот у нас тоже был такой планетарный транзит ретро-уран в знаке Телец. И это был ноябрь, декабрь, как кульминация какого-то вопроса, какой-то темы вашего взаимодействия или то, что как мечта вы хотели осуществить, но может быть, не было инструментов, не было каких-то внешних событий, предпосылок. И также это вот ноябрь, декабрь 24 и январь 25 года. Вот какая-то подобная история, потому что именно в ноябре 9 числа у нас уже Уран перешел из Близнецы знака в знак Телец. И это продолжится практически до конца января, если быть точной, до 4 февраля 2026 года. Какая-то перезагрузка с новыми возможностями, мои дорогие. Словом, куда вас заведет судьба, давайте с вами узнаем. Из знаки судьбы, как подсказки, мы достанем карты, что вам нужно знать, важно услышать. И для вашего знака зодиака это время, когда хочется новых знаний, новых путешествий, расширения границ, как и собственных, так и, может быть, и кругозора, когда вы понимаете, что если я для себя поставлю какие-то намеченные цели и буду к ним правильно идти, корректируя планы, да нет ничего невозможного. И тут могут в вашей судьбе быть такие неожиданные повороты, когда вы согласитесь на обучение, причем это не то, что вам кто-то предлагает, а вы увидите в этом необходимость. Или вы отправитесь в путешествие, потому что просит ваша душа. Вот по части чего-то нового, путешествий, переездов, вам хочется жизненного драйва. Это вот такие могут быть энергии у вас. Когда, в принципе, хочется сбросить какие-то путы, какие-то рамки. И хочется больше коммуникации, хочется больше общения, может быть, новых людей. И не важно, что пусть это, знаете, как не обязательно что-то будет продолжаться длительно, ведь некоторым людям суждено прийти в нашу жизнь на какое-то время. Отнюдь не все остаются надолго. Но вам хочется вот именно чего-то нового, неизведанного. И невидимые вот эти силы стимулируют ваш интерес. И одновременно, я должна сказать, планетарные транзиты, может быть, именно ретро-уран. У вас будет, ну, как гибкость вашу какую-то активировать, потому что есть понимание, ну, наверное, некоторые вопросы быстро не решишь, но нового опыта уже хочется, вот именно нового, неизведанного. Возможно, вам придется какие-то важные решения принимать, чтобы жизнь пошла с правильной ноги. Все-таки Телец – это в основе наше благополучие. Или дом, или место пребывания, проживания, или откуда к нам приходят деньги. Первая карта. Что вы вычеркнули из жизни, а оно вернется. Все-таки дежавю, ретро. Вторая карта. В чем вы поставили точку, а вышла и не точка, а продолжение. Может, как какой-то проект. Что прояснится или какая правда откроется? Достанем 3 знака судьбы, 3 карты. Куда вас заведет судьба или основные энергии на этот период, чем вам придется, доведется заниматься. Следующий знак судьбы, что вам хотят передать высшие силы или что нужно принять во внимание, важно услышать. И третья карта. Какие возможности перед вами открываются, мои дорогие стрельцы? Весь мир у ваших ног. Да, взаимодействовать с этим нужно как-то очень правильно. И эта карта – это как завершение, это какой-то итог. Тот итог, который вас радует, мои дорогие. А может быть, это все и касается как раз и работы, которая работа из любой точки мира. Может быть, это новые возможности по работе и одновременно поездки, перемещений. Может быть, это, конечно, сам мир. Мы все ждем мира, да?
Меня смотрят люди из разных стран, где сейчас война, где неспокойно. Хочется, чтобы оно вот все стабилизировалось. Но я должна сказать, что это время, когда прежние договоренности могут быть переложены как на бумагу. Именно по этому аркану. Почему я так говорю? Потому что в правом верхнем углу у нас буква иврита Тав, буквально подпись. Вы можете заключать какие-то важные договоры, соглашения, контракты. Вы можете это и пересматривать. Все-таки это у нас период ретро-урана. Здесь, значит, вам будут как возвращены некоторые темы, о которых вы, возможно, прежде задумывались, но еще не знали, как это в реальности осуществить. Вот здесь у вас какой-то итог будет красивый. Это правда. Вообще здорово, посмотрите. И в верхнем углу у нас знак рыб, рыбы, плывущие в разные стороны. Вот, кстати, знак рыб первый, ну, много, конечно, включает компонентов, но мы назовем два основных. Первое – это денежный эквивалент, ваше благополучие, и второе – путешествие. Потому что вот эти две рыбы в разные стороны как раз о желании видеть мир, видеть многообразие вот этого мира, не замыкаться и не замыкать себя искусственно или вынужденно в каких-то рамках. И побудительная сила желаний, конечно, знак Марса в левом верхнем углу, поэтому достаточно у вас и сил, и ресурсов будет для того, чтобы две карты, посмотрите, какие волшебные. И это первое такое значение. Вы могли, кстати, поставить на своей личной жизни словно крест. И, может быть, у кого-то из вас была прежде сложная очень история. Может быть, вы и будете что-то завершать, как прежние отношения. Все-таки мы все разные. Подводить к какому-то итогу, балансу. Но вы уже точно знаете, не хочу быть один или одна, например. Кто-то, пусть не все, но кто-то из вас именно вот в этот период до конца января скажет себе, а почему? Зачем мне это одиночество? Нет, я хочу теплого, уютного дома, я хочу надежных людей. Здесь как единение семьи. Если были какие-то споры, мои дорогие, внутрисемейные, тут вот можно все это совсем разобраться. Какое-то перемирие, да, вот соглашение получить. А может быть, это будет касаться действительно, как купля-продажа недвижимости. Тут ведь и так вот может быть. И вполне вероятно, вы когда-то об этом задумались, но задумываться-то мысль как бы была, но не видели ресурсов, как это осуществить. А вот теперь они у вас появятся. Тут самые невероятные могут быть планы, как и по чувствам, как и по личной жизни, так и буквально по какому-то материализму. Очень емкая карта десятка кубков. Она не только об эмоциях, эмпатии, о доверии, а она все-таки еще, если мы говорим, дом. И вот у нас как будто все в сборе, да? Поэтому она будет для нас какой-то фундамент и материальный в том числе означать. И в то же время, может быть, это тот фундамент, от которого, точнее, вы можете оттолкнуться и какую-то мечту свою осуществить. Перезагрузка, мои дорогие стрельцы. Вторая карта. В чем вы поставили точку? Двойка монет говорит о том, что есть люди, с которыми мы будем продолжать нам как будто по судьбе. Вот что интересно, Юпитер, знак Юпитера в левом верхнем углу, и это говорит о том, что это как по судьбе нам. Ну, правда, есть то общение, которое мы не можем вычеркнуть из нашей жизни. Но, значит, вы будете, может быть, отстраивать какое-то новое взаимодействие. Или здесь может, знаете, человек какой-то даже появиться, или вы сами можете что-то возвращать, если сочтете в этом нужным. Потому что вы видите какую-то перспективу, ведь это всегда перспектива. Мы тут легки на подъем и пробуем что-то новое. Но мы не в плане, знаете, как-то бесшабашно пробуем. А нет, у нас тут в правом верхнем углу знак Козерога. Это продуманность, это уже где-то более такая расчетливая деятельность, чтобы себе не навредить. Вот тут все риски свести к нулю. Потому что, может быть, прежде вы от чего-то и сами, кстати, отказались, а тут вы так подумаете и скажете, нет, вот я тут хочу эту историю попробовать заново. Или хочу что-то продолжать, потому что тут именно нам больше говорят, что от правильного сотрудничества приходят и новые возможности. Ух ты, да точно. Как будто, ну, вы знаете, как есть поговорка такая известная. Если хочешь идти быстро, иди один. А если хочешь идти далеко, иди с надежным человеком, иди в паре. И дворец жезлов – это у нас колода снов, Чиро Маркетти. И сон – это как интуиция.
Правда? То, что мы о чем мечтали. Посмотрите, какие добрые карты у вас. Это может быть в реальности. Мы сказку делаем былью, вы, мои дорогие. И ни в одной колоде нет дворца. А вот Чармаркете прорисовал. Это то наше место пребывания, где мы сейчас находимся. И, безусловно, теплая, добрая карта наших, ну, как и устремлений, какой-то высоты, но и нашего дома, надежного, уютного, понятного, да, взаимоотношения. И мечты реальностью сделать. Посмотрите, бабочки летают. Это о том, что нет ничего невозможного. Достаточно просто правильно провзаимодействовать. Может быть, и с нужными людьми. Не поставить перед собой каких-то табу. И тогда мы словно оказываемся вот в той парадигме событий, когда даже если что-то вокруг происходит, то, что в наши планы не входит. А мы быстро меняем отношение к этому. И поэтому даже в каком-то минусе мы для себя видим возможности. Вообще карта даже не говорит о каком-то кризисе или все карты, или о том, что вам приходится что-то преодолевать. Но кто знает, все-таки мы не сами по себе. И если мы говорим о том, что явно партнерские отношения для вас с нужными, правильными, может быть, надежными одновременно людьми. У нас может быть очень много связей, контактов, но есть, тем не менее, из этого вороха контактов что-то очень родное и близкое. Вот это будет для вас тоже важно, потому что это как вот этот дворец или место вашего пребывания, место вашей уверенности, место вашего спокойствия. Но по дворцу желаний, это как будто дворцу жезлов, точнее, сбываются наши мечты. Давайте мы посмотрим, так а что же прояснится? Это действие. По рыцарю жезлов и рыцарь это всегда действие. Это не есть просто, ну, как наши мечты, да, мечты, они присутствуют, кстати, это есть. Но тут именно действие и все то, что я сказала по дворцу. Карта продолжает, что прояснится по каким-то делам. Вы получите новости, и иногда рыцари это именно как вестники, мои дорогие. Вы можете получить известие, или вы сами ищете какую-то информацию, но я должна сказать, что это импульс. С импульсом, конечно, нужно быть аккуратно, потому что прояснится, но кто знает, вы слышите какую-то новость, информацию, может быть, даже в средствах массовой информации, что-то тут вам помогает. Именно через новости или какие-то обстоятельства. Но и от вас, мои дорогие стрельцы, эта карта требует активности и, самое главное, быть готовым к неожиданностям. Тут есть такой момент, что мы не должны собой рисковать. Поэтому всяческий риск нужно свести к нулю. Потому что рыцари, повторюсь, деятели, исполнители. Может быть, то, что вы задумали. Как привести планы уже в реальность, в действие. Но какие-то осторожные, аккуратные действия должны быть. И если вы даже открываете для себя какую-то, ну, как новую перспективу, ну, тогда искусство мелких шагов, не все строится на импульсе. И я тут больше вижу, что нужны и более точные расчеты и коррекция планов. Тогда и получается, что мы достигаем этого реванша и сохраняем собственные силы и минимизируем риски. Давайте будем узнавать, что же нам тут знаки судьбы. Вот как знак судьбы или куда заведет судьба. Фантастика, у вас 2 дома. Удачный период жизни. И если жезлы – это дела, работа, бизнес, да, то есть это все же наши достижения, вот достижения вот этой высоты, как будто мы входим с вами, представьте, вы входите вот в этот дом и поднимаетесь постепенно. Дворец монет, а это именно чаще всего проигрывается как место пребывания, проживания. Кто-то может именно в этот период до конца января, мои дорогие, не просто строить траекторию финансового благополучия. Есть возможность заработать деньги, мои дорогие. Будьте внимательны. Но все же тут, знаете, обрести жилье. Или понимать, по крайней мере, каким образом вы это можете сделать. В принципе, какое-то благополучие. Или стабилизировать именно финансовую составляющую. Может быть, у кого-то из вас есть финансовые бреши, почему нет. Но вот этот самый дом, это какие-то, знаете, возможности, которые
для нас и база одновременно, и место нашей безопасности, и, может быть, как деньги, вот финансовый эквивалент, как один из способов взаимодействия с миром и путь к свободе. Тут у вас все как будто важно, мои дорогие, ведь десятка кубков, она тоже говорит и о близких, и об доме, и, ну, может быть, где-то это и связано с вашим видом деятельности, родом деятельности. Ну вот, наверное, мы все мечтаем, чтобы у нас что-то стабилизировалось. Похоже, у вас это получается, мои дорогие. Это правда? Давайте посмотрим вторую карту. Что вам хотят передать высшие силы? Старший аркан. Аркан успеха, достижений. Скорости, кстати. Карта колесница нам говорит о том, что не оставь что-то на потом. Может быть, это вот эта мечта, как бабочки, да, у нас тут изображены, которые мы должны воплотить в реальность. Но есть еще и такое значение. Знаете, если мы будем основываться только на том, как мы, допустим, видели то, что происходит даже вокруг нас, или как мы себя осознавали, нашу жизнь, как наши желания и наши возможности. Вот здесь для вас немножко расширить этот горизонт и еще увидеть взаимодействие с другими людьми, взаимодействие с обстоятельствами. Вот как раз о них говорит карта колесница. Почему? С одной стороны, знак рака, а в правом верхнем углу у нас выпадает как стена, хет. Стена, забор, ну, кто знает еврей, тот меня поправит, я это точно знаю. Имеется в виду, смотрите, если мы построили планы, мы уже с вами не раз сказали, у вас такие карты выпадают, что мечты – это реальность, но нам нужны продуманные действия. И если мы, вот, допустим, мы с вами находимся вот в этом отрезке пути, а мы хотим взять какую-то свою мечту, и если мы с этого отрезка себе запланируем вот так вот рывком, как по рыцарю жезлов, я говорила, импульсом, как будто раз так вот перепрыгнуть этот забор, то так может и не получиться. А если мы продумаем, разобьем на какие-то более мелкие тезисы, подойдем к этому забору, то есть продуманно будем действовать. И если мы не преодолеем, мы можем или не перепрыгнем этот забор, мы его можем перелезть. Я к тому, что не все мечты сбываются одним махом, мои дорогие. И вот этот импульс, о котором нам говорила карта в позиции, что прояснится, может быть, вы и проясняете, если я сейчас буду вот как-то порывисто действовать, я ничего не добьюсь. А если вот я так более вдумчиво, то я как раз вот эту высоту, собственно говоря, и возьму. Вот тут есть, знаете, как помощь высших сил. Все-таки эта карта больше говорит об успехе. Но я должна точно так же сказать, обратите внимание, Чиро Маркетти прорисовал достаточно холодную эту карту. Почему? А потому что если мы, вот говорят, поспешишь, людей насмешишь. Так вот эта карта уверенного подхода к жизни и рациональных решений. Вот что вам хотят передать высшие силы. Нам не должно высокомерие, гордость, какая-то предубежденность, наши табу помешать, настроить каких-то заборов, да, или каких-то стен вокруг нас. Наоборот, нам это должно помочь где-то исключить вот эту порывистость или переложить вот этот импульс во что-то доброе. И даже если мы сейчас не видим, как нам реализовать какую-то мечту, значит, ее нужно разбить на план А, Б, С и в зависимости от нашей траектории корректировать планы. Мечты – это реально. Ну, вот вам уже не одна карта об этом говорила. Какие возможности перед вами открываются? Король монет. Вот вы знаете, тут именно какая-то продуманность. И, может быть, этот импульс, мы говорили, неожиданные какие-то повороты судьбы, вам как раз и дают возможность стабилизировать что-то, мои дорогие. По королю монет, да, это великий консерватор, не без этого, но это надежные люди. Какие возможности открываются? В надежном партнерстве. Причем это надежное партнерство, вот как эти два дворца, может относиться к личной жизни, точно так же это к сфере ваших достижений. И значит, для вас будут важны, ну, я должна сказать, на этот период, для нас, для всех, вне зависимости от знака зодиака, как бы планеты, да,
Транзиты дают подсказку строить правильные социальные связи. Но помимо правильных социальных связей есть еще ближайшее окружение. Вот этот базис, о котором я говорила по Дворцу монет. И это можно отнести к базису, как и в делах, дела, работа, бизнес, достижения, откуда к нам приходят деньги. И точно так же это к вашей личной жизни, мои дорогие стрельцы. Вы в этот период можете именно скомпоновать и ваши достижения, и изобилие, процветание, и еще и какие-то вопросы по жилищу решить. Но если уже мы не решаем с какой-то точкой, хотя многие как раз-таки и могут, потому что заключительная карта «Мир» как бы дает вам возможности к этому или говорит, что энергии вам помогают. Ну, тут и самому нужно не оплошать, наверное, а где-то быть более рачительным хозяином, какие-то продуманные действия, может быть, действовать по закону, потому что консерватор, я уже сказала, а консерватизм – это где-то все-таки законность, и ваша планета-управитель Юпитер, мои дорогие стрельцы, она тоже где-то и призывает к тому, что, ну, порядок какой-то. Может быть, отстраивается новый порядок, в котором вам предстоит занять новое как место, по праву причем. Очень добрые карты для вас, мои дорогие стрельцы. Не упустите какой-то момент. Ну, тут даже не момент, а это на протяжении с ноября месяца. Вот это у кого-то прямо сейчас эти вопросы могут решаться. А может быть, чуть-чуть. Загляните назад, год назад. Вспомните, о чем вы мечтали. Вполне вероятно, это будет какая-то альтернатива, которая вполне, я такое допускаю, может со дня на день начать развиваться. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые стрельцы. Я благодарю за ваши комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.